Кладем кусочек сливочного масла, добавляем 1 столовую ложку растительного масла, чтобы сливочное быстро не горело, и выкладываем вот таким образом порезанные грибочки пластинкой. Сейчас дождемся, пока грибы выпустят жидкость лишнюю, и будем добавлять сюда луковицы. Смотрите, какие красивые золотистые грибочки, я их немножко так поменяла сторонкой. Сейчас добавляю луковицу, можно порезать крупно, мелко, как вам больше нравится. Ну и количество лука, конечно, тоже зависит от того, насколько вы его любите. Мы обожаем лук, чеснок, поэтому у нас всегда много даже на завтрак. Вот таким образом оставляем еще на 1 минутку или на 2, так чтобы луковица стала тоже такая прозрачная. Смотрите за огнем, и если нужно будет, помешайте. Но потом просто одним вот таким слоем надо будет разложить все по сковородке. Сейчас делаем омлет, 2-3 яйца, может больше. Добавляем сюда молоко и хорошенечко все перемешиваем. Обязательно солим, перчим, добавляем любые специи, которые вам нравятся с яйцом. Все, готово, выливаем сейчас на грибочки. Аккуратненько. Можно добавить сейчас любимую зелень, петрушку, укропчик, зеленый лучок, также сюда будет отлично. Все, сейчас желательно накрыть крышечкой и на маленьком или на среднем огне готовить омлет. Итак, наш омлет практически готов. Последний штрих, друзья, это сыр. Натираем на терке крупный сыр и вот так вот сверху посыпаем. Итак, друзья, омлет готов. Очень вкусный, очень сливочный, сыр тянется, грибочки просто хрустящие, лучок сладенький, безумно вкусно. Так что обязательно приготовьте. На этом я заканчиваю. Приятного аппетита, будьте здоровы и счастливы. Пока.